Всем привет! Вы на канале Суперкит. Ни для кого не секрет, что на AliExpress встречается развод. Что касается того, как разводят перед так называемой всемирной распродажей 11.11, я даже уже снимал ролик. Когда цену сначала меняют на завышенную, а потом, якобы делая скидку, просто возвращают обратно ту, которая была до изменений. И вроде акция есть, и скидка, а по факту развод чистейшей воды. Многие, видя, что подвалила скидка, покупают товар, так как не отслеживают постоянно стоимость товаров и банально не знают отправной точки по цене. Но так делали и делают и другие. И формально к Алиэкспрессу в данном вопросе можно предъявлять на уровне с остальными магазинами. А если учесть, что вы добровольно делаете покупку и перед нажатием кнопки «Купить» видите цену, соглашаетесь с ней, а потом получаете по этой цене обещанный товар, то вроде это даже и не развод, так легкий обман. Иногда и просто так повышают цену в 15 раз, как в случае с Bluetooth аудиоприемником, цена которого $1,5, и даже не обещают никаких скидок вообще. Но случаются на этой площадке и именно разводы со стороны продавцов, когда вы реально как минимум очень близки к финансовым издержкам, а то и попадаете на деньги. А что самое интересное, то даже поддержка китайского сервиса в случае обращения к ней становится не на вашу сторону. Наверняка подобные случаи встречались со многими покупателями китайских товаров, и вот в преддверии очередной массовой истерии 11.11 и явно увеличенному количеству покупок в сравнении с другими периодами, я хочу рассказать о тех случаях, с которыми мне довелось столкнуться на личном опыте. Наиболее популярная именно сейчас попытка развода от нынешних продавцов – это потребовать дополнительной суммы к той, которая была указана. И далее ситуация может повернуться совершенно по-разному. С одной стороны, вы можете написать продавцу о том, кем вы его считаете, или просто промолчать, а со стороны продавца может последовать либо все-таки отправка, либо игнорирование вашего заказа. Он просто выждет время, которое ему дается на обработку заказа, и после этого AliExpress автоматически закроет заказ. Вам деньги вернут, но если вы оплачиваете картой в своей валюте, то оплачивать будете по курсу покупки валюты, а вернут вам по курсу продажи. То есть на этой разнице курсов вы потеряете. Это незначительная сумма, но сам факт этой потери будет. Если за это время курс немного изменится в неудобную для вас в данной ситуации сторону, то вы потеряете еще больше. Таким образом, вы потеряете не только деньги, а и время. Ведь на обработку заказа может быть отведено от 8 до 14 дней, во всяком случае, по моим наблюдениям, это именно так. И самое интересное, вы не будете понимать, отправил ли реально продавец ваш товар или нет, так как бывают задержки в обновлении этой информации. А по итогу еще и не получите товар. Вы, конечно же, сможете поинтересоваться у продавца, отправил он или нет, но его ответ ничего не даст. Более того, я так понимаю, что на Алиэкспрессе торгуют не частники, то есть отвечать вам будет человек из отдела поддержки, а это может быть не один и тот же человек, который до этого вас просил доплатить. То есть второй работник вам ответит, что товар отправлен, хотя это будет не так на самом деле, и информация просто не обновилась. А на деле вы просто прождете просто так до закрытия заказа. Но это особо наглые будут писать о том, чтобы вы доплатили. Есть те, которые будут информировать, что они не могут отправить на правильный адрес из-за технических проблем. Также мне довелось читать бред, что товара типа нет на складе и поэтому его отправить не смогут. Иногда, видимо опасаясь проблем от администрации AliExpress, продавцы просят вас закрыть заказ с указанием причины, что вам данный заказ больше не нужен. То есть фактически выставляют вас инициатором закрытия заказа, что с продавца сразу же снимает все претензии к нему. Если заказ будет закрыт автоматически или по вашей инициативе, то кроме потерянного времени и средств, вам достанется еще отсутствие возможности для оценки этого продавца. То есть вы не сможете ему поставить отрицательный отзыв за это. Бывают также случаи, когда, чтобы не нервировать лишний раз отдел качества AliExpress, ну или как там у них называется, продавец может сымитировать отправку, указав левый трек-номер. В данном случае у вас появится возможность потом поставить отрицательный отзыв, но времени вы потеряете намного больше, так как сразу после отправки спор открыть нельзя в течение минимум 10 дней, даже если вы поняли, что отправка фейковая.
так потом еще нужно доказать, что полученный кем-то заказ по левому номеру отслеживания был не вами. Ведь сам трек-номер будет настоящим, просто он будет не про вашу посылку. И тут, казалось бы, самое время написать в поддержку. Живого человека в чате, конечно, трудно найти, но он там все же есть. И что же вы думаете сделает поддержка? А ничего, наглое поведение продавцов никак не наказано. А представитель AliExpress только пишет одно и то же, как попугай, что мы сделаем все, чтобы он отправил, мы напишем ему запрос, чтобы он связался с вами. Непонятно, зачем продавцу со мной связываться в такой ситуации, чтобы еще раз мне написать, что он ничего отправлять не будет и что он хочет доплат. Причем важно, что с каждым бывает, и типа просчитался, и неправильно указал стоимость доставки. А теперь во избежание потерь требуется доплатить. Но нет, продавец продолжает продавать товар, как ни в чем не бывало. То есть истинная причина вовсе не окончание запасов на складе и не неправильная указанная стоимость, ведь цена не изменилась. Согласитесь, если человек случайно указал не ту цену, а потом обнаружил, причем с отказом отправлять, что вызвало скандальную ситуацию, то первое, что он сделает после этого, это наконец установит нужную цену. Но она не изменилась. Ничем другим, кроме как полной безнаказанностью, это оправдать невозможно. Про случаи, когда то или иное описание наглухо не соответствует товару и вызвано это совсем не трудностями перевода, а умышленными действиями, я даже не вспоминаю. Конкретнее, когда в названии пишут Apple, Samsung или другие популярные слова всякий раз, когда нужно, чтобы при поиске повышалась вероятность того, что данный товар также увидят. Хотя по факту такой товар не имеет отношения к указанным словам и фирмам. Все, что касается накопителей, а возможно когда-то будет отдельный ролик про всякие странные носители информации, то тут вообще все сложно и опасно. Особенно это касается карт памяти и внешних жестких дисков и внешних SSD. Если кто не помнит этих разводов от китайцев, то скажу, что раньше была такая схема. Карта памяти или USB флешка небольшого объема, например от 2 до 4 гигабайт, продавалась как 64 гигабайта с помощью особого вида форматирования. Так, после такого форматирования емкость в системе показывалась как 64 гигабайта. И даже если что-то записать туда такой емкости, то оно бы даже записалось. Но прочитать такую запись было невозможно, так как из-за намного меньшего реального объема запись карты памяти шла по кругу в цикле. То есть после первых записанных 4 гигабайт карта начинала записываться повторно, стирая только что записанные данные. Так было до тех пор, пока система не поймет, что файл необходимой емкости записался. Понятно теперь, почему прочитать такое уже было невозможно. Именно против такого вида мошенничества появилась программа H2Test. Она проверяла каждую ячейку и, как только было несовпадение, сразу рапортовала об этом. Не знаю, насколько сейчас актуальна такая разводка, не слышал давно, так как сам карты памяти не покупаю на Алике и никому не советую. Во-первых, нет особой разницы в цене, а во-вторых, высока вероятность на развод. И даже если вас не обманут с реальной емкостью, то наверняка будет низкая скорость записи, а может и недолгий срок службы. SSD-накопителям из Китая я более-менее верю, особенно брендовым, а вот картам памяти и флешкам нет. Что же касается внешних накопителей, то этот вид махинации никуда не делся. По-прежнему можно нарваться на USB флешки внутри корпуса вместо винчестера или SSD. Раньше, помню, когда нужно было сымитировать вес жесткого диска, то китайцы приклеивали гайки термоклеем. С приходом в нашу жизнь SSD-накопителей гайки больше не нужны. Но вот пара флешек вместо твердотельника, такая схема развода до сих пор в работе. Хотя все признаки развода налицо. Это и низкая цена, которая не соответствует накопителям, даже китайским, и отзывы. Хотя стоп, отзывы-то в большинстве случаев как раз отличные. Ну тупые. В характеристиках категория MP3 плееры, скорость чтения целых 30 мегабайт в секунду, а записи целых 37 мегабайт в секунду. Емкость 500 гигабайт, на титульном фото емкость 4 терабайта, а в общей информации емкость от 500 гигабайт до 2 терабайт. И несмотря на большинство положительных отзывов, есть и здравые, где человек наглядно показывает, что внутри этой коробочки. А самое интересное это то, что я узнал про этот чудодейственный товар не потому, что искал такое, а потому, что AliExpress содействует мошенникам. Он не удаляет такие товары, не банит таких продавцов, но что еще более наглое, это спамерская рассылка от AliExpress.
именно таким очередным спам-письмом они мне и сообщили, что есть такой товар. И вот, казалось бы, есть же механизм борьбы с обманом, это возможность открыть спор. Но дело в том, что нужно видео распаковки, которые не все делают. Нужно еще, чтобы AliExpress стал на вашу сторону по поводу полного возврата средств. А с этим тоже проблемы. Ведь они не приветствуют и полученного товара, и возврата 100% денег. Порой в очень очевидных подобных случаях мне предлагали либо 50% возврат, либо возврат товара и после подтверждения получения продавцом товара обратно мне предлагали 100% возврат средств. И я точно знаю, так как отправлял в Китай и не раз, что китайцы морозятся от таких посылок, просто не идут их забирать, рассказывая, что посылка не пришла. Хотя трек-номер показывал, что посылка на отделении. Они же понимают, что я им отправил назад не просто так, и чтобы не возвращать мне деньги и не забирать свой хлам, просто игнорировали возвращенную посылку. По трек-номеру посылка не получена, и AliExpress становился на сторону продавца, ведь он не получил ее обратно, а значит я еще раз в этой истории линяю на деньги, так как к сумме товара добавляется стоимость отправки обратно. И хорошо, если этот товар, который ошибочно прислали вместо нужного, хоть как-то нужен вам. А если не нужен, то получается вы в патовой ситуации, в которой вы в любом случае проиграли. Вопрос лишь насколько. Ведь сколько раз на присланный абсолютно левый товар мне китаец писал: друг, но оно же работает. И пофиг, что оно мне не нужно и что я покупал абсолютно другое. Главное, что то, что он мне прислал, работает. В случае, когда понятно, что администрация AliExpress станет на мою сторону, продавец всячески тянул время. Сначала он это делал в личной переписке, в которой я хотел, чтобы продавец предложил пути выхода из ситуации до открытия спора. Или не отвечая мне вообще, или включая дурака, писал, что не понимает, о чем я. Либо просил фото товара, я ему отправлял фото, потом он просил видео, я ему отправлял видео, потом он опять просил фото, и так по кругу. Надеясь, что я подумаю, что проблема во мне, и это я не могу ему правильно объяснить, чего я хочу. А на деле же он тупо тянул время, чтобы срок защиты покупателя вышел, и я не смог открыть спор. Был случай, когда продавец предложил мне написать ему когда-то попозже, ведь у него сейчас болит голова и его тошнит. Поэтому сейчас я даже не пытаюсь найти адекватное решение от продавца, а поэтому сразу открываю спор. Но даже тут есть свои схемы и тонкости. Сначала продавцы не реагируют на открытый спор вообще. А как вы знаете, у них есть 7 дней, чтобы сделать свое предложение. Затем они под конец, в буквальном смысле за пару часов до окончания этого срока, вносят свое предложение. Нет возврата и нет компенсации. Они так делают, чтобы у вас не было времени внести свое предложение о несогласии их варианта. Ведь наверняка вы не будете дотошно следить вплоть до часов, когда закончится спор, и как результат время выйдет. И, как я понимаю, за неимением вашего нового варианта ответа в силе остается последнее предложение. То есть от продавца, согласно которого компенсация не предусмотрена. Скажу честно, достоверно не знаю в таком случае, как поступит AliExpress, потому что я знаю схемы разводов от китайцев и догадываюсь, зачем они так затягивают. А поэтому тотально слежу за открытым спором и сразу же перебиваю их ответ на свой. Тут они точно не с тем связались. Но даже если спор обостряется, а по результату обострения администрация, которая рассматривала этот спор, становится на вашу сторону, то китаец все равно не выключается из ситуации и начинает спамить своими предложениями по отсутствию компенсации уже после решения администрации AliExpress. И казалось бы, какой в этом есть смысл, ведь уже все, спор фактически завершен. Но нет, не все так просто. Я лично попадал в такую ситуацию, когда представитель AliExpress то ли уже забывал про то, что решение принято, то ли переставал видеть мои очевидные доказательства, но этот представитель вновь включался и становился на сторону продавца. Да, именно уже после принятого решения в мою пользу. Решение, по результату которого мне нужно было просто подождать максимум неделю до возврата средств. У меня такой случай был один раз, я матом написал этому представителю в своем предложении о его ничтожной сущности, и он возвратил принятое до этого решение. Но самое главное — это прецедент. Ведь раз такое случилось на моем опыте, то я понимаю теперь, что китайцы не просто так спамят каждый раз после принятого решения по обостренному спору. И что это реально. Пусть лишь в некоторых случаях, но такие действия дают им профит.
Постоянно открывая страницу AliExpress, я попадаю на сообщение о том, что для новых пользователей все различные купоны, акции и скидки. В один из таких случаев было написано, что цена на некоторые товары 1 цент. Я думаю, а почему нет? Закажу. Специально зашел с другого браузера, сейчас точно не вспомню, но по-моему даже через VPN. Естественно, указывал неиспользуемый до этого номер телефона и почтовый ящик при регистрации, и сразу же получил инфу, что аккаунт заблокирован. Ну а то, что я по итогу после нескольких попыток регистрации заказал, конечно, пришло проблемным. Этот товар пойдет в тот самый ролик про всякие разные накопители, то ради чего для каждого такого предмета выпускать отдельные ролики не особо имеет смысл. Конечно же, китайский гигант среди интернет-магазинов, наверное, уже нельзя вычеркнуть из нашей жизни. Стоит признать, что есть ряд товаров, в которых разница существенная по цене. Также и сами товары бывают достаточно полезные, ведь китайцы все-таки своими товарами нам помогают. Особенно всякими переходниками между разными поколениями устройств они продлевают жизнь нашего оборудования, которое начинает устаревать. Однако, если разница невелика с местным предложением, то неплохо бы задуматься, а нужна ли такая экономия и будет ли это самая экономия, если вам отправят не то или оно повредится в дороге. Многие товары, даже не знаю почему так получается, но по месту стоят, даже если и дороже, то разница в условные 10%, а иногда вообще разницы нет. Но при покупке по месту вы получите хоть какую-то гарантию, сможете посмотреть товар и гораздо более точно выяснить нюансы по характеристикам. Выбор за вами. Как и говорил ранее, ежегодные разводы от китайцев по изменению цен уже были даже мною показаны в отдельном видео. Я думаю, многие и сами это понимают, но соблазн и мечта, что именно вам все-таки удастся вырвать товар подешевле, приводит к тому, что эти распродажи стали подхватывать и наши продавцы и магазины, устраивая подобные акции. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!